Последние копейки уже считаем. Сплю в коробке от холодильника. Нам хотелось бы по-человечески пожить. Неужели мы не заработали за всю жизнь угла? Ваша квартира, мы с вами ничего не хотим иметь дело. Друзья, всем привет! Сегодня мы вас познакомим с бабушкой. Ее зовут Мария Дмитриевна. Мне ее контакты дал наш знакомый и рассказал, в каких условиях она живет вместе со своим мужем. А когда он сказал, что у бабушки в полу находятся дырки, и из-за этого ей приходится спать в одежде, от этой информации мои волосы на голове встали дыбом. И прямо сейчас вы все увидите своими глазами. Здравствуйте! Меня Игорь зовут. Хорошо, мы живем Очень здесь, приятно. в деревне. Вам куда продукты? А зачем вам? Зачем вы это? Не надо, милые мои, мне стыдно, да вы что это? Минимум, что мы вот для вас можем сделать. Здесь крупы самые необходимые, продукты. Я думаю, вам пригодится. Мы живем не с последней копейки уже, считаем, золотые вы мои. Мне стыдно. Ну, проходите, пожалуйста. Давайте я вот вам здесь поставлю, а вы потом разберете. Зачем было тратиться, милые мои? Мне Да, стыдно. это ничего страшного, все хорошо, не Вы переживайте. своего кармана. Ну, вообще, да. А зачем? Ну, вы увезете домой. Нам нет. Садитесь. Нам нравится помогать людям. Мы вот... Конечно, это радость. Это великая радость, когда Господь сказал, рука дающего да не скудеет. А у вас, вы говорили, с мужем живете? Да. А он сейчас где-то по делам ходит? Он у сына там мальчонку подстраивает, в школу пойдет, в комнатушку, и вот он помогает ему. По ремонту, да, помогает? Да. Немножечко так. Хотя ему 86-й год, потихоньку, ну где О. подаст молоток, где что, как Ну, что. он себя хорошо, да, еще чувствует? Да нет, не очень. Не То очень? У него ноги, артрит. М. На погоду он совсем не может ходить. Но, слава Богу, не лежит, это слава Господу. А у вас вообще есть родственники, кто вам помогает? Вот сын, А сыну сколько лет? 40 лет. Вам чем можно Ну, помочь? садитесь, мои милые, садитесь, мне стыдно. Чем помочь? Да вот с квартиры, пол там провалился. А покажете? А, пожалуйста, у нас был линолеум постелен, 3 ряда. Смотрим, прокачивается. Угу. И потом смотрим, а там уже совсем развалился. Видите, что такое? Ого. А оттуда мыши никто к вам не ползет? Ползет. Сейчас мухи черные летят. Оттуда вам? Да, черные мухи. А вот сейчас вот у нас по весне вот здесь мы живем в такой, вот здесь вот низина большая. Вода заливается, у нас у всех в подполе вода. Вот. А потом немножко погодя, комары летят. И я вот по лету я живу или сплю в коробке от холодильника. Все-таки окно укрываюсь там. Подождите, в какой коробке? Это где? Коробку холодильник с помойки принесла. Туда комары не лезут. И я закроюсь и сплю так. Потому что- Здесь, в этой квартире вы Да, так спите? да. Летом? Летом, вот сейчас немножко погодя, начнутся комары. То есть вы уже не один год так... Не 1 год. На расселение эта квартира. Ну, понимаете, жить вот так, потому что вот с крыльца задувает, там ветер ходит и сюда. Очень холодно, очень холодно. Одна мы старые. Видите, какая вода. Вот это вот все, вот это вот общелилось. Там вот все эти. Потому что 2 раза он горел, этот дом. И на скорую руку сделали, потому что с этими в бревнах там никакой ни пакли, ничего нету. Там ветер ходит. А они по-быстрому, здесь все обрушивалось, а по-быстрому сделали вот эти вот плиты. А теперь дом садится, и он ломается, и все. А там вот зимой, сейчас мыши убежали, а зимой мыши здесь живут, и писк всю ночь. Они бегают, там Кошмар. ветер ходит. Вот такая вот жизнь. А я дети войны. Отец погиб, есть документ, все. Ничего не во власти. Горько и страшно. А что сделаешь? А вам сколько лет?
Мне 79-й идет. Ну смотрите, по поводу вот этой дырки. Комары и мухи летят с нее. Да, да, Больше да. мест нету, откуда Черные они прям как берутся. дирижабли, здоровенные такие, стеклые. А они там из-за влаги, да, Да, скорее да, всего? да. Там тепло и влага, и все. К зиме они уходят в подпол. Ну, там И, умирают. соответственно, зимой холод отсюда тоже Зимой идет. холод, да. А есть еще откуда, ну, щели? Вот посмотрите-ка. Вот это вот все. Отсюда, да, идет? Вот это. Ну, я думаю, и это можно запенить, в принципе, если что. Ой, как тут весь дом надо запенивать. Чтобы хотя бы, ну, меньше чуть-чуть было. Понятное дело, что это как-то глобально не изменит, да, ситуацию, но уже именно в каких-то местах поддувать будет меньше. Вот эта квартира, да, она ваша, Муниципальная, муниципальная. да. Вы, получается, где-то работали, вам давали жилье? Мы Или жили как? в своей комнатушке, но это далеко, он тоже был холодный. Дети маленькие, они постоянно болели. Это в Октябрьском районе. И мы кое-как, вот здесь вот освободилась эта комнатуха, и мы пришли, чтобы поработать за нее. И вот работали столько 15 лет. А в общем-то я отработала на этой базе, вот Роскультург, 20 лет. Вот. И потом вот эту вот дали комнатушку, ну мы и жили. Ну и жили бы, может быть, пока нет. Ну холодно. В одежде. Воды горячей никакой нету. Выходим на улицу. Не на улицу, коридор, вот в туалет вот здесь вот. Понимаете? Другие-то люди встали, вот оно в туалете, вот они, ручки тепленькие, вода льется, а у нас... А почему нет горячей воды? А тут туалеты были на улице. Видите, 100 лет этому дому, этот самый... 100 лет, да, дому? Да, помещик еще строил этот дом. Вот заходите. Видите, какой туалет. Часто прорывается вот это вот. И невозможно здесь бывать. Вот такая ерунда. Ну, это капитальный ремонт нужен дому. В Здесь... наше время мы имеем ураганы, бураны, мы, мощь наша, другим помогаем, а своим детям по сотне со всех собирают. И вот живем так. Отец умер, это залог, кровь пролитая, это большой залог, но это во внимание не берется. Ну, я думаю, с этим вряд ли что-то можно сделать. Ну, единственное, что тоже просто подпенить, но я не знаю, есть ли в этом здесь смысл. Мой, тут надо пенить весь дом, чтобы запенить. Ну да, скорее всего. Его надо только сносить. Горячей воды во всем доме нету? Нету. Вообще во Нету, всем? да. Здесь же центральная коммуникация, почему нет горячей воды? Недавно только вот видите, печки у нас стоят. Когда пожар был, кто хотел потом уже после этого всего, кто хотел выбросить, а здесь пьяница жил, ему все равно. Вот они до сих пор стоят. А здесь вот все обвисло. Жерло пришло, все обвалилось, обвалили сами. Вот. Мы и живем. Так я не понял, если дом в аварийном состоянии, почему вас не переселяют? Говорят, очереди ждите. А когда подойдет очередь? 22-23. Год. Да. А нам-то годы. Понимаете, нам хотелось бы по-человечески пожить. Мы же с горы уже едем, не в гору. И вот так получается. Сказали нет, ничего не можем. А сын где вас живет? Он живет в частный дом пополам с этими, с людьми, с какими, с соседями, да, вот, пополам. Но у него только комнатка и спаленка. Вот сейчас для мальчонки маленькую комнатку делают, чтобы ему отдельно учить. Понятно, вам там тесно просто, если все вместе. Да. Вот, видите, какая. Люди пытаются своими силами, да, это все отремонтировать. Так вот, как вот. Туалет такой. Ой, кошмар. Да. Никому ничего не надо. В таком состоянии? Наш дом ЖЭУ не имеет. Угу. Подождите, как понять не имеет? Ну, бывают хорсы или ворсы, бывают какие-то, да, ЖЭУ принадлежат кому-то. Угу. Но от него отказались все. Кому вы платите тогда за коммунальную? Не знаю, бумажки приносят. Все приносят, да? Но при этом никому не относится. Это они видят. Вот такая вот. Кошмар. Развалится и все. Да и здорово, как я тут редко хожу сюда. А на чердаке, наверное, у вас вообще кошмар, да, творится? А здесь мы сейчас забили. А то эти, Кстати, потолки самые- темные, это из-за того, что горело, да, получается? Нагар. Это нагар, да, у вас? Здесь все горело.
горело. Вот здесь и сидят эти люди, которые без жилья, без ничего. Бездомные? Да, да. Вот здесь, возле этой батареи? Да, да. На вашем этаже еще более-менее. Да, да, да. Получается, если это квартира муниципальная, вы же можете, если вы здесь прожили там больше 25 лет, вы же можете как собственность ее оформить. Хорошо. Вот они оформили, но Наташа пошла спрашивать, там у нее что-то балка тоже сваливается. Они говорят: вы, ваша квартира, мы с вами ничего не хотим иметь дело вашего. Вот с нашими муниципальными еще что-то разговаривают с нами, а с ними не хотят разговаривать. Потому что, говорят, это ваша квартира, собственность, вот и сами делают. А то здесь, в принципе, весь дом муниципальный, по идее. По-моему, половина только. Половина Таких и муниципальная. таких. То есть смысла оформлять в собственность нету, да, что Да, потом... ну что, милая, И никто не купит, да, да, что... да. Кошмар. Ну, получается, только переселения ждать. Да, ждем переселения. Ну, хотелось бы, понимаете, ну, в такие-то годы уже, а мы за что, по что? Отец положил голову мою. С детства голодали, как собаки. Потому что, почему я маленькая такая? Потому что время надо было есть, а есть нечего было. Так кое-как жили, выжили, что не умерли. Сейчас я посмотрю, все мощные, сильные, большие. А мы, вот наши годы, я посмотрю, бабушка. А где вот во времена войны, где вы были? Томская область, в деревне жили. Всю ночью как приехали эти и забрали всех дом под дом, кто был готов в армию идти, всех забрали. И больше я ничего не знаю. И больше никого. Пришли, похоронка и все. И вот такая вот жизнь наша. Холодно, холодно. Когда после пожара окна какие попало были, вставляли, а сейчас вот запитываем большими. И всё. Угу. Здесь дырки где-то есть в стенах, или здесь эта комната получше? Здесь получше, да, потому Получше? что она повыше как бы. А вот там вот сильно уж она... Здесь у вас муж, да, ваш спит? Да, Вы да, в той я комнате? да. Я смотрю, тонометр лежит. Давление у меня. У вас большое, давление? давление, сердце. А когда холодно, тогда у меня начинает сжимать, и начинается давление. Раз началось давление, там сердце. И вот скорее таблетки, лишь бы только... А у вас немножко есть таблетки, полить. которые Мы необходимые? покупаем, мой милый. У вас на них деньги хватает? Хватает, спасибо. Может быть, есть какие-то таблетки, которые, ну, вам сложно себе купить? Да нет, пока, слава богу. Нормально. А тонометр ваш хорошо показывает? Правильно? Да вроде бы, да. А можно посмотреть, какой у вас? Пожалуйста. Он уже давнишний, предавнишний. Ну ладно, ничего. Ой, а он прям, наверное, советский, да, еще? Да, А современный почему не взяли себе? есть, да, слава богу. Неужели по всему миру нет таких комнат, квартир, дали бы, да и все. Нам общежитие предлагали. Но зачем нам общежитие, милые, в наше время мотаться по общежитиям? В общежитии там говорят, что в одной стороне умывальник обособленный, это надо идти через весь коридор общий, туалет общий. Ну зачем наши-то годы? Неужели мы не заработали за всю жизнь угла? Некоторые в таких хоромах живут. А так бедный народ как были, так и все. Есть, я запомню стихотворение, русская родная речь была. Развязали по кошне перегрибы, пришли ходатые из деревни перед помещиком, и вот стали вдали, свесив русые головы к груди. Появился швейцар. «Допусти», говорят. Он вышел, нам не велено пускать. И пошли они солнцем полимы, повторяя: «Суди его Бог». И покуда я видеть их мог, с непокрытыми шли головами. Смотрите, я думаю, видео увидит достаточно большое количество людей. Может быть, кто-то нас смотрит из власти, может быть, кто-то обратит на вашу проблему внимание. И может быть, я не знаю, каким-то чудом получится быстрее это сделать. Но я вам ничего обещать не могу. Я лишь могу помочь как-то чем-то своими силами вам. Спасибо вам большое. Мы будем вам рады помочь. И вот сейчас, в ближайшее время, начнем думать по тем моментам, что вы нам рассказали. Можно отвлеку? В чем? Смотри. А, это вот поехало, да, у вас? Вот это вот все. Оно на соплях держится все. Ну, понятно, здесь уже ничего не сделаешь, конечно. Уже дом просто разваливается. Полы, вот,
земля, все, и все сыреет, и все вот эти вот плиты, они крошатся. Получается, дом в низине, да, стоит, Да, если вот здесь да. вот уже асфальт идет, Да. и вода, влага вся сюда просачивается. Окна почти на земле. Привезем пену, попробуем запенить, по крайней мере, хотя бы вот что такое видно, чтобы хоть как-то помогло. Понятное дело, что это, да, капля в море будет. Хотелось бы по-человечески пожить, по-человечески уже под старость. Потому жить-то уже некуда, годы-то какие. В такие годы уже со смертью люди договариваются. А мы еще и не жили. Я работала на радиодетали, собирали для этих ракет все документы, все эти детали. Так работала. Но вы до пенсии там отработали? Да, до пенсии. А потом вот здесь вот, когда маленькие дети стали, в школу пошли, вот база Роскультурка рядом вот. От нее вот эта комнатушка была. Вот мы и вселились в нее. Медаль есть за хорошую работу. Я старалась. Мы не пьяницы с дедом, работали по-человечески. А потом вот это вот за эту квартиру этим дворникам, чтобы только комнату эту дали. И оно все вот так накапливалось. Да. И уже просто своими силами вы не видите смысла, да, здесь что-то делать. Ничего, мы и не красим, ничего. Ну зачем все это делать? И люди проснулись, и они в туалете шли, все приятно. А тут или ведро, или там кто-то сидит другой. А мы старенькие, у нас уже все слабое, конечно. Придешь и приходится все это в ведро. Стыдно, позорно, простите меня, но это жизнь, говорить надо. А холодильник у вас рабочий? Нет, это бутафория. Вот это Вообще есть рабочий холодильник? Вот. Ну тут вы просто как полки, да, используете холодильник? Я сама сделаю. Не утруждайтесь. А здесь вот тоже вот такая ерунда. Все отвалилось, Мгм. повалилось. Ну ладно, милая, я сама. Спасибо вам. Не-не-не, мы вам сейчас на место все поставим. Не надо. Простите, спасибо, что вы пришли, что вы понимаете людскую боль. Спасибо. Хорошо, я сама это Да, сделаю. всё хорошо. Не знаю, что зачем. Не переживайте. Спасибо, мой милый. Идите с Богом, поезжайте домой. Спасибо. Слава Богу, я еще хожу. Я была маленькая, худенькая была. В деревне жили. Был Новый год. Детям дали от колхоза подарки. В каждом подарке был подушечки, конфеты, пряники и еще что-то. И вот они когда отплясали вокруг елки, и вот потом меня поставили на стул, и я им гимн Советского Союза без запинки рассказала, потом еще. И они мне дали 10 тетрадей по арифметике, 10 тетрадей по русскому, чернильницу с пером, с ручкой и 12 карандашей, о которых я так мечтала. Вот такая вот красота у меня была. Есть у вас какая-то мечта, вот помимо того, чтобы переехать в новое жилье? Мечта. Жить и приносить радость людям и достигнуть Царства Божьего. И дай Боже вам долгой жизни, чтобы не бедствовать вот так, как мы, чтобы не было никогда войны никакой. Спасибо за это, мне просто стыдно от вас брать. Все хорошо, не переживайте. Мы, Спасибо. младшее поколение, я всегда говорю, всегда должно заботиться о старшем поколении. Мне кажется, об этом даже говорить не нужно, это должно быть по факту. Вот всегда нужно помогать старшему поколению. С Богом. Всего доброго. До свидания. Божьего вам благословения. Какие сейчас можно подвести итоги? Я списался с подписчиком, который разбирается в стройке. И на днях мы поедем до Марии Дмитриевны, будем делать замеры и пытаться решить проблему с полом. Мария Дмитриевна невероятно доброй души человек, и мне очень хочется ей помочь. И в следующем выпуске вы увидите, получилось ли у нас это сделать. Подписывайтесь на канал, не забудьте поставить колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. Спасибо большое нашим спонсорам. Благодаря вам мы можем делать больше, чем мы себе можем позволить. И если вы хотите поддержать нас, в описании к этому видео я оставлю ссылку на оформление спонсорства. Пишите в комментариях, чем еще можно помочь Марии Дмитриевне. А с вами мы увидимся через неделю. Пока.
Доброта – это свет и тепло наших глаз. Люди, будьте добры, станьте чуточку в жизни добрее, чтоб от ваших сердец теплоты стало в мире теплее. Люди, будьте добры, добротой согревайте друг друга. Если жить для себя, лучше вовсе не жить. Без любви, без добра жизнь несчастье несет. Не жалейте добра, в нем есть радость для всех, в нем здоровье и смех, и улыбки друзей. Радость всех матерей и младенческий смех, даже вечность сама тоже связана с ней. Люди, будьте добры.